Эти события перевернут твою жизнь. Давай-ка посмотрим вместе, что же у тебя такого произойдет. С вами Вика, и как всегда новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат совет Таро. Итак, погнали. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, какие у меня ребята с характером здесь собрались, да? Но я говорю это так, не в обиду, да? То есть, ну, вам, во-первых, палец в рот не клади. Есть у вас такая привычка ставить обидчика на место. Вы себя, ну, никак не дадите в обиду, это 100%. Многие из вас стали более вспыльчивы. Я бы сказала, какая-то, может быть, нервозность появилась. Почему? Давайте посмотрим. Да потому что сколько по жизни вот приходилось вам выкарабкиваться. Вас так жизнь уже закалила. Она вас закаляла, что уже просто сил нет закаляться, правда? Уже просто, ну, нет сил терпеть все испытания. Поэтому даже неудивительно, если вы плохо спите. Неудивительно, если вы порой бываете вот как спичка, вспыхиваете. Но не потому, что вы плохие. Нет, у меня вообще самые лучшие мальчишки на канале. Вы знаете, я вас всех люблю и обожаю. И не ругайтесь, а то некоторые мне здесь пишут, чуть ли не ревность проявляют, как это всех можно любить. Ну, вы мне уже все дороги, да? Поэтому, смотрите, даже неудивительно, что вы стали более такой раздражительный, может быть, вспыльчивый, да. Это не от зловредности какой-то, а просто потому что, ну, жизнь вас таким сделала. Вы человек очень мудрый, вы человек, к которому можно всегда обратиться за советом. И причем даже, я вам скажу, многие люди учатся у вас, советуются у вас. Особенно это может быть и молодежь, это могут быть коллеги, это могут быть, я не знаю, там, может быть, какие-то ученики, стажеры, кто угодно, да, младшие вас по возрасту. Я вам скажу, что даже женщины некоторым вашим чертам учились. Но это так, по жизни, да, я не говорю, что прямо сегодня. Потому что мне идет большинство из вас сейчас без пары, либо же в поиске пары, да. А еще может, кстати, проиграться, что вы живете вместе, давно живете, но это такие отношения, что можно смело сказать, что вы уже одинокий. Хоть вроде бы она с вами, да, вот живет, вроде бы это так, знаете, в кавычках, мнимая семья – это видимость семьи, либо же видимость отношений. Поэтому я говорю, что большинство из вас, ну, чувствуют себя одинокими. Одиночество вдвоем тоже никто не отменял, и это самое худшее, что может быть в отношениях. Давайте сделаем опрос, ребят. Давненько я его не делала, да, вот все только пишите все, это полезно и для продвижения канала, и мне приятно. Вот все, кто меня смотрит, давайте сделаем такой маленький опрос, чтобы и я знала, ориентировалась, кого больше меня смотрит. Вот вы холостяк, вы в токсичных отношениях, либо же у вас новые отношения. Вот в каком вы статусе сейчас находитесь? Хорошо, ребят, пишите. То, что вы человек, который очень хочет гармонии внутри, да, вот в связи с тем, что я вижу, в связи с теми передрягами жизненными, вам так хочется просто банально отдохнуть. Вам так хочется, чтобы наконец-то наступила гармония в душе, в жизни, там, на работе, везде. У каждого свои проблемы, конечно же. Но вот так хочется того самого спокойствия. А нервы-то уже все, нервы уже ну никуда не годятся, уже и сон порой очень уходит, правда? Можно среди ночи просыпаться, можно вздрагивать от каждого шороха, либо же вы, может быть, ложитесь спать и часами можете валяться сбоку на бок и не можете уснуть. Напишите, у кого есть такая ситуация. Поэтому сказать, что ну, прям такое счастье вокруг вас витает. Ну, к сожалению, пока на данный момент я не могу. Кстати, еще у кого-то может проиграться, что вы стали
Это может быть даже в связи с вот этими всеми такими перипетиями в жизни, да, вот с испытаниями такими жизненными, вы могли даже стать более верующим человеком, более воцерковленным, да. Напишите, у кого проигрывается. Это тоже, ну, такой серьезный, очень важный, да, шаг в вашей жизни. У кого-то, кстати, даже может проиграться, что, может быть, мысли были, либо же есть, уйти вообще в монастырь в связи с тем, что вот в жизни творится. А ну-ка напишите, ребят, были у кого-то мысли уйти в монастырь? Но только не в женский, да, я всегда шучу, тоже вот бывает, когда меня выбесят, говорю, все, я ухожу в мужской монастырь. Поэтому, ребят, в женский вы точно не пойдете. Ну, погнали смотреть, какие же у вас события будут, какие перевернут вашу жизнь. Ну вот сразу я вам могу сказать, забегая вперед, монастырь вам не грозит. Мысли могут посещать, но монастырь не грозит. Потому что сразу же у вас выпала семейная карта. Я сейчас не буду сильно углубляться, да, я просто так пробегусь по событиям, которые будут вас ожидать. Кому какие события подходят, понятно, что все под одну копирку не может быть. Кому-то что-то подходит, кому-то нет, переворачивайте под себя. То есть, что я могу сказать? У вас, у многих будет новая женщина, новая любовь. Причем вы сами понимаете, что это будут серьезные отношения, потому что лишь бы с кем вы жить не будете. В брак вступать, тем более вы не будете, лишь бы с кем. Женщина, с которой будет хорошо, с которой будет комфортно, тот самый комфорт и покой, который вы так ждете, который вам сейчас ну так необходим, как глоток воздуха, вам подарит это ваша новая женщина. Поэтому ну, не опускайте руки, ребят. Вот не опускайте. Вы же сильные. Вы из расклада в расклад выходите сильными мужчинами. И это не потому, что я так придумала, а потому что вернее, карты так показывают. Многие меня смотрят постоянно, да, вот спасибо вам большое за это. Мои такие постоянные поклонники. Поэтому вы сильные. Вы смелые, вы бесстрашные, просто немножко вы выдохлись. Вы просто выдохлись. Но счастье не за горами. Далее, ну что я вам скажу? Будут пытаться строить вам козни. Особенно это может касаться людей, связанных с формой. Здесь будет горячо, будет жарко. Это, я не знаю, это атаки, перемещения. Я не очень разбираюсь во всех этих делах. Но то, что будут какие-то конфликтные ситуации, да, вот куда кого послать, где выгодней, где безопасней, вот в таком плане, то люди в форме имейте в виду, да. Своих посылают туда, где безопасно, всех остальных куда пожарче. Ну, намек вы поняли, да, я не буду в это сильно углубляться. Причем начальники ваши кайфуют, а вы за них отдуваетесь. Говорю как есть, больше сюда влезать в эфире не буду. То, что вранье, сплошное вранье, то, что, те, кто с формой связаны, 100%. Вранье по деньгам, вранье кого куда, вранье кому звание назначать, да, в первую очередь. Ну, то есть, вранье кого домой отпустить. Кто хорошо помажет, вы понимаете, о чем я говорю, тот пойдет домой в отпуск там или еще как-то. Кто-то из вас, ребят, захочет, причем как-то вот неожиданно, сделать себе чистку. Знаете, это может быть ощущение того, что реально вот вы почувствуете, на вас какая-то то ли магия, да, вот что-то с вами не то происходит, и будете чиститься, ребят, будете чиститься, причем очень-очень успешно. Жизнь после этого поменяется. Далее. Кто-то из вас поймет, что вот особенно на работе, я бы сказала, да, услужливым быть довольно выгодно. Хоть кому-то это, может быть, и не понравится, но есть такое выражение: покорный теленок двух маток сосет. Понимаете? То есть покорный такой теленочек.
Я думаю, все поняли, о чем я говорю. То есть услужливый человек, который прогибается, который где-то что-то умолчит, на что-то закроет глаза, выигрывает больше, чем вы будете правду матку резать, вы будете конфликтовать, скандалить. То есть о чем я сейчас говорю? Кто-то из вас поменяет свою тактику на работе. Может быть, с начальством, может быть, с коллегами, может быть, вообще со всеми. Вот станете более, будете стараться, вернее. Это, знаете, такой великий артист даже в вас включится. Просто чтобы и избегать конфликтов, и больше иметь какой-то выгоды. У каждого это будет, конечно же, своя выгода. У многих из вас жизнь станет вообще спокойней. Возможно, это будет связано с приходом новой любви, новой женщины в вашу жизнь. Да, 100%. 100% сразу же она и выпала. Далее. Ух ты. С каким драконом вы собираетесь сражаться, ребят? Ну, а теперь о не очень приятном. Ну, те из вас, которые сейчас находятся в тех самых токсичных отношениях, ну, здесь есть вероятность, что вы узнаете что-то такое о своей женщине, что вас просто, ну, добьет. Это может быть, вы очень четко поймете, что вам изменяют. Может быть, вы где-то увидите какие-то факты. Кто-то, может быть, застукает. Ну, то есть, что-то такое откроется, то, что вы пытались от себя отодвигать, да, вот вы пытались на это закрывать глаза. Я сейчас говорю о токсичных отношениях, ребят, чтобы было понятно, не про всех. То есть, то, во что вы не хотели верить, откроется. И, скорее всего, это связано с обманом, потому что будет, ну, ужасно больно, будет ужасно обидно, и потребуется помощь окружающих, чтобы вас поддержать, чтобы помочь вам просто выкарабкаться из этого состояния. Но помимо того, что вы сами сильные, как я уже сказала, да, но любому сильному человеку всегда нужна поддержка других людей. Сильные люди иногда тоже устают. У сильных людей тоже иногда опускаются руки и бывают периоды отчаяния. Но у вас есть такой человек, и какой-то мужчина, может быть, даже чуть старше по возрасту, либо, ну, ваш одногодка плюс-минус. Это может быть надежный друг, у кого-то может быть это брат, отец, там, кум, сват, кто угодно. Но вот это именно тот человек, который вас очень сильно будет поддерживать. Даже такой вот наставник, я бы сказала, будет. Вот он вам поможет выкарабкаться из этого состояния. Далее, что еще вас ждет? Перемены судьбы. Ох, какие перемены судьбы. Ну, то, что у вас появится своя новая императрица, это даже не обсуждается. Даже не обсуждается. Вы станете, знаете, вот хозяином своей судьбы. Вот если раньше вы были, допустим, в отношениях, тем более, если это токсичные отношения были, вы скорее были, ну, знаете, вот почему-то у меня вот как с рабом ассоциация, простите за мой французский, да, ну, то есть вы пытались угодить любимой женщине, как вот прислуга у нее, да, такой верный пес, как угодно. То сейчас вы почувствуете себя хозяином ситуации. У многих будет такое озарение, прозрение, да, что жизнь продолжается. Кайфуем, ребята, дальше, да. То есть ваша черная полоса, кто сейчас в ней находится, она будет отходить на задний план. Ждет вас встреча с человеком, который давно не появлялся в вашей жизни. У кого-то это проиграется, может быть, женщина, даже женщина, с которой вы давно не виделись. Это может быть скорее такая, знаете, дама вашего сердца, которая вам когда-то нравилась. Может быть, у кого-то был роман, но поскольку вы давненько не виделись, ну, будет сюрпризом, большим-большим сюрпризом ее появление. Причем дама сейчас может быть уже замужем. Дама имеет довольно такого неплохо обеспеченного мужчину, но налево она периодически посматривает. Поэтому смотрите, если она появится, я не удивлюсь, если у кого-то из вас какие-то амурные дела могут случиться. Ну, это вы уже решаете сами.
Много будет перемещений, передвижений. Кто-то из вас, ну, то ли будет переезжать куда-то, то ли, может быть, добавится командировок, да, ну, то есть дороги, дороги, дороги. Очень много дорог. Это могут быть, ну, у кого-то, может быть, проиграются даже решения своих проблем. Просто будете очень-очень много мотаться, ездить. Тем более, если у вас есть машина, может быть очень много поездок. Поэтому горючим запасайтесь. Важное известие получите. Очень важное известие, которое, может быть, даже в каком-то смысле перевернет вашу жизнь. Понятное дело, что у каждого будет свое известие, с чем оно будет связано. Смотрите, это то, что я только что говорила, оно взаимосвязано. У кого-то появится информация о том, что, допустим, женщина изменяет, да, если вы сейчас в токсичных отношениях. Хотя они могут вам казаться не токсичными. Вот в чем парадокс. Можете узнать, что женщина врет, изменяет, да, может быть, кто-то скажет, что вот я ее в кафе видел с другим мужчиной, да. У кого-то может проиграться, ребят, по работе. Вот это мне не очень нравится. По работе могут обрадовать, да, в кавычках, что либо же реорганизация вашего предприятия, ну, то есть там, где вы работаете, либо же какое-то сокращение, да, ну, то есть это будет, ну, неприятное известие. Кто-то из вас может попасть под это даже сокращение. Да, причем это как гром среди ясного неба. Очень-очень неожиданно. Работу-то вы найдете. Сразу забегая вперед, ребят, чтобы вы сильно не переживали, работу вы найдете. Но просто вот если кого затронет сокращение какое-то, увольнение, да, может быть, вообще прикроют вашу работу, ну, предприятие прикроют. Опять же, у всех по-разному будет. Смотрите, работу вы найдете, просто она будет вот какая-то другая, она будет попроще. Вы будете не тем заниматься, чем занимались. Она-то будет оплачиваться, но впахивать придется в разы больше. В силу того, что, ну, может быть, сейчас, ну, своего рода кризис такой, да, вот есть на рынке работы, много людей без работы. Поэтому так вот легко и просто найти подобную работу просто не получится. Просто чтобы вы знали. Но поскольку вы человечек сильный, как я уже сегодня не один раз озвучивала, вы все равно будете хвататься за любую работу, пусть она будет временная. Понятно, что это не на всю жизнь. Просто что она будет, чтобы знали, более тяжелая, и это будет не то, чем вы занимались. Поэтому, знаете, вот я смотрю, жизнь подбрасывает и как приятные сюрпризы, так и не очень приятные, да? Ну, давайте еще немножечко посмотрим, какие события будут. Любовь, Боже, ну потрясающе. Любовь, новая любовь, причем любовь взаимная. И главное, ребят, с рюмочкой чая особо не дружите. Особенно те, кто, может быть, разойдется, да, вот кто будет в новом статусе, да, но, статус холостяка. Потому что вы же понимаете, ну, рюмочкой никак не поможешь своему горю. Ну, абсолютно это не решает ваших проблем. Лучше поспите, ляжьте. Хотя мало кто может засыпать в таком состоянии, да. Лучше переключитесь, лучше пойдите где-то, я не знаю, там на рыбалку, на охоту, мальчишники, просто отвлекитесь. Но рюмочка не спасает, и вы это сами прекрасно знаете. Я вам скажу, что у кого-то из вас еще будут поползновения, ну такой привет из прошлого, а бывшая пожалует. Пожалует вот с какими-то вопросами финансовыми. А может быть, будет просить копеечку типа на ребенка, да? Либо же там кто-то болеет, либо еще что-то. Ну вот в таком плане может снова клянчить, намекать, там сказки разные рассказывать, что она такая бедная, несчастная. Ну, виной всему финансы, нехватка финансов. И кто-то из вас еще, ребят, ну, знаете, вот поставит жирную точку на своем прошлом. Я думаю, это касается тех, кто, может быть, надеялся помириться с бывшей, кто... Да, королева мечей, 100%. Это женщина, которая... 100%, с которой вы не общаетесь и которая
Ну, к вам вообще эмоционально холодная. Да, она может иногда пожаловать, чтобы какую-то копеечку у вас забрать, да, стрельнуть, так скажем, выпросить. Но никак не потому, что любит. Поэтому вы поставите жирную точку, вот те, кто все-таки надеялся, вот капелька надежды была, вы поймете, что да нет, толку не будет. Вот такое своего рода озарение. Поймете, что жизнь продолжается и будете все-таки переключаться на будущее, потому что до какого-то периода вы жили прошлым. Поэтому, ребят, знаете, вот событий разных много, как хороших, так и не очень. Ну, просто я не могу все время рассказывать, что все в шоколаде, да, но это неправда. У всех, к сожалению, бывают и проблемы, да, бывают какие-то радостные моменты, поэтому предупрежден, значит вооружен. Переворачивайте кому что подходит, потому что, ну, понятно, что не может все дословно всем подходить. И кто у нас самый стойкий? Давайте посмотрим, что же Таро вам советует, да? Давайте-ка посмотрим. Ну, это то, что я говорила. В общем-то, это все взаимосвязано. У кого сейчас черная полоса, у кого, может быть, есть какие-то неприятности, да, за черной полосой последует белая. И как ни крути, но даже в совете карт вам говорят, ребята, не отчаиваться, у вас идет новая любовь, новая женщина. Поэтому счастье уже не за горами. Ну а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!